Так. Символ. Где-то надо в энциклопедии искать. Символ с овнами там вроде у нас. Скорее браслет с символом. Не, в газеты вряд ли. Исследования, если только. Ясно. Так. Зачем нам единоборство вообще? Так, ладно. История. Нет, это все не то. Черт, а где его? О! Это прекрасное старинное украшение является частью коллекции сокровища эллинизма. 5 голов овнов изображены на браслете, ожерелье и кольце. Каждая выполнена из чистого золота. 5 овнов метилена были похищены из музея в 1985 году. Интересно. I need to continue my research in my archives. Так, прочитать статью о древностях. 85-й год. Верломная кража. Вчера вечером во время перевозки из Британского музея на выставку изобразительного искусства в Гласфорде были похищены сокровища эллинизма. Владелец ломбарда Кеннет Батлер связался с полицией и рассказал о джентльмене, попытавшемся продать ему коллекцию старинных вещей, принесенную в его ломбард на Чёрч-стрит. Полиция вскоре задержала подходящего под описание мужчину. Им оказался профессиональный грабитель Винсент Фолли, как раз предпринявший попытку сбежать из Лондона через порт. Его опознал выживший водитель кэба, в котором перевозили сокровища эллинизма. Винсент Фолли отказался сообщить, где именно спрятал украденные драгоценности. Ему назначили тюремный срок. Украденные сокровища до сих пор не обнаружены. Here it is. One of the victims, Kenneth Butler, was involved in the story of the stolen Hellenistic treasures. A visit to his pawn shop should tell me more. Это уж потом. Теперь в Яр. Mr. Holmes, whatever brings you here so late at night? I'm interested in the case of young Leighton Chapman. He was arrested earlier this evening and accused of a double murder. I beg your pardon? That case is quite clear to the police. Or are there any new facts that we don't know about? Who knows, Inspector? Look, you are free to investigate, of course, Mr. Holmes. Chapman was arrested with a revolver in his possession, which you can find in the evidence room. The suspect himself is in custody. Did you find anything else on his person? A few personal belongings. Nothing particular, Mr. Holmes. Thank you, Lestrade. Mr. Holmes, what is the trouble with that lad? Isn't he guilty of murder? I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Так, надо посмотреть на улики. So this is the gun that Leighton was holding when he was caught by the police. It is a Webley revolver, a reliable weapon. Так, барабан. Надо It посмотреть. seems as though the shells were not removed from the cylinder.
Ну и говорю. 2 out of the 6 shells have been fired. There were 2 shots. Дедукция. Ё-моё. Револьвер Лейтона. Разные выстрелы. Расположение стрелков. Тернеру выстрелы показались разными, потому что их сделали из разных частей Халф-Мун-стрит. Либо Тернеру выстрелы показались разными, потому что их было 3. Сначала прозвучал одиночный, а затем 2 одновременно. Вот пусть это будет. Склоняюсь к этому. Реконструировать перестрелку на Халф-Мун-стрит. Револьвер Лейтона. Общее заключение. Бесспорные улики. Показания свидетелей и орудия убийства указывают на то, что виновник Лейтон Чапман. Уиггинс утверждает, что нет. Ой, ничего не украл. 2 убитых. Двойное убийство. Кеннет Батлер и Брайан Веркотти — жертва двойного убийства, совершенного одним человеком. Тогда это так. Только. Но нет, не может быть. Стреляли только в одной части Халф-Мун-стрит. Пропавшие предметы искусства. Подожди. Как-то... Нет, больше не сходится. У нас тут противоречие. Вот не в показаниях, а в уликах. Ну ладно. A cheap watch, bought with his own money, no doubt. Яблоко. These cigarettes are filled with cheap tobacco. Nothing interesting. Выкурить не получится, да, Холмс? Пошли. Допросим подозреваемого. Вон он сидит. Не один, кстати. Что это там за перец? Please escort this suspect for interrogation. Good evening, Mr. Chapman. Who are you? I've got nothing to say. It's all a mistake. Calm down, Leighton. I have come here to help you. To find out if you truly are innocent, as your younger brother Wiggins has told me. My brother? You know him? Then that means you're... Sherlock Holmes. Oh, blimey. All right, Mr. Holmes. I'll tell you everything. Расскажешь, несомненно. Глубокий шрам ввязывается в драки и вырос на улице. Недавние синяки, сопротивлялся, импульсивен. Изящный шарф, деловой костюм, непыльная работа, клерк. Татуировка тюрьмы, совершил преступление. Good. Tell me your account of what happened. I left my work and I hurried up to see the fireworks in Whitechapel. I was late, so I decided to cut through Half Moon Street. I saw the first fireworks light up in the sky. I bumped into a constable on a corner before entering Half Moon. Then suddenly, what with all the firework flare, I saw 2 men. They were both lying flat in the middle of the street. I stopped where I was. I thought about turning back to the police, but as I was thinking of that, I saw a third person. He was leaning over the body that was furthest from me. The second I saw him, he raised his head and he stared at me. In a flash, I saw his gun, but he made a dash for it instead and he escaped through Whitechapel Street. So you might still have had time to return to the constable. I panicked. I didn't know what to do. Anyway, I approached the bodies just to see if they were still alive. I saw that one had blood pumping out of his stomach. He was dying. It was horrible. The second one was already dead. He had a hole in his head. He was holding a gun in his hand though.
I took it, and then I followed the third man. Ну давай дальше. Interesting. Pray, continue. I turned a corner, and I saw the man standing in the middle of the street. He seemed to be in some sort of panic. And then, Mr. Holmes, something strange happened. I told the police and they laughed at what I said, but I swear to you, my words are true. I started running towards him. But then I was blinded by a flash. It was so bright that I hardly saw anything for a good dozen seconds. But I kept running forward. As I arrived in Whitechapel, I heard a woman screaming. And then I was caught by the police. But there wasn't a trace of that man. Of course, then they found a gun and all that blood. I couldn't see the murderer escaping and all that mess. Perhaps I was still half-blinded at that moment. A thrilling account, my young man. Leighton, are you able to describe the person whom you saw standing in Half Moon Street? Well, I wasn't able to see his face at all. It was too dark, and he was too far away. I could see his silhouette. And what about that? Nothing so special. He was wearing a jacket. He was quite average in size and his weight. I see. Средний вес. Was there anything else that struck you at the time? No. Ты это так определил? But perhaps it's strange, but I can't remember the sound of his footsteps as he was running away. Perhaps it was because of the fireworks or the surprise of me seeing him. Leighton, I confess I am puzzled. Why should a young lad like you take a gun from the hands of a dead man and set off in pursuit of a probable killer? I know. I keep wondering that, but at the time it was like a reflex. A criminal ought to be arrested, and he was armed. You were willing to risk your life. That was a little foolish, unless you wanted revenge. No, Mr. Holmes. I was just being brave and stupid. Я вот... Лейтон был знаком с одной из жертв, Брайаном в Эркоте. У обоих есть татуировки тюрьмы Вестгейт. Узники... Ой... Извиняюсь, узники Вестгейта. I'm sure that you were, but I believe that you may have recognized one of the victims, Brian Vercotti. You knew that gentleman well, did you not? However could you know that? You have a typical tattoo of the Westgate Brotherhood upon your hand. I observed exactly the same mark upon Mr. Vercotti. You came to know him from your sharing a past prison sentence. Am I correct, Mr. Chapman? Oh, God. You're right, Mr. Holmes. Would you tell me a little about Brian Vercotti? We were convicted for a robbery. Once in prison, both of us joined one of these fraternities. During that year, we tried to help each other out, you know? You were quite young then, I believe. Yes, Mr. Holmes, we were. We'd only stolen a pound of meat. After we were released and when I saw what my little brother had become, I decided to work towards living an honest life. And Vercotti? He had a hard time. His sister had died in a Whitechapel dispensary while he was in prison. He had no family anymore. Our paths split. He fell back into crime. So you lost him? Yes. And for around 2 years, I heard no news of him at all. We shall see you soon, young man. Старое знакомство, показания... Ой, показания... Нет, подожди. Ничего не украл. Личный мотив. Жестокое убийство на Халмс-стрит было совершено Лейтоном по мотивам личной вражды. То есть что, подожди. Давай пока допустим вот это. Вымышленный человек. Человек, описанный Лейтоном Чапманом, плод его воображения, созданный, чтобы оправдать себя. Двойное убийство. Лейтон Чапман обвиняется в двойном убийстве на Халмс-стрит. Старая вражда между Лейтоном Чапманом и Брайаном Веркоти послужила мотивом для преступления.
Лейтон может быть молод, но он жестокий убийца. Да, как-то, по-моему, нет. Да как так-то? Ладно, еще будем расследовать. Так. Узнайте больше о старинном браслете. Кстати говоря. Лейтону Чапману около 20 лет. Он старший брат Уиггинса. Рос на улице, был сорвиголовой, из-за чего попал в тюрьму Вестгейт. Он оставил свое криминальное прошлое и работает офисным клерком. Подожди чуть-чуть. Попробуем все-таки проверить версию, но у нас вообще ничего не сходится. Mr. Holmes? Ты тут вообще бессменно стоишь. Кого ты ждешь? Сейчас ночь, комиссия не работает. Mr. Holmes? Господи. Так. Куда ехать-то? Давайте в ломбард сначала. Хочу посмотреть, что там. Ну, Ватсон там подождет. Что, заведение для бухариков? Баллард Спинт. Мне нельзя, да? Я на работе. Вот это, похоже, искомый ломбард. Mr. Butler's key matches the lock perfectly. A flare pistol. Perhaps it was pawned by a destitute sailor. Ясно. Объект интереса. Прилавок. Опа! The ram's heads. This necklace belongs to the 5 rams of Mittelin collection. Interesting. That means that Kenneth Butler owned a part of this collection all this time, 10 years after the theft. Нифига себе. Здорово, Кеннет. Помнится, ты как-то сказал мне о 3 украшениях. Золотые с головами овнов из Древней Греции. Они еще у тебя? У меня хорошие новости. Я нашел человека с деньгами, который сходит с ума по таким штукам. Он готов отвалить небольшое состояние. Я могу тебе устроить встречу с этим денежным мешком, но ты поделишься заработком. Я буду на углу Большой аллеи Халмут-стрит в воскресенье вечером до начала салюта. Брайан Веркотти. Получается, он его застрелил, потому что ему нужно было украшение. Фига себе. Так даже как-то странно. Они же не могли убить друг друга одновременно. Я думаю. Драгоценности Батлера и 2 убитых. Мотив грабеж. Обретение исчезнувших сокровищ эллинизма могло стать мотивом убийства, совершенного на Халмут-стрит. Мистер Тернер забрал браслет сразу после преступления, но кольцо до сих пор не найдено. Либо личный мотив. Жестокое убийство на Халмут-стрит было совершено Лейтоном по мотивам личной вражды. Ну это... грабеж. Ничего это, в общем, не меняет. Так, все у нас.
Так, я здесь как бы не дозакончил. Crampons and a sharp ice axe would only be brought here by a mountaineer. Понятно, ларек такой с ерундой, надо сказать. Возможно, Кеннет Батлер и Брайан Веркотти выстрелили в друг друга. Осмотрите их тела и представьте, как это было. Хорошо. Попробуем, так сказать, визуализировать перестрелку. Может быть, из этого что-то и выйдет. Так. Блин. Наш кэбмен там, наверное, задолбится так долго ждать. Спать-то все хотят. А мы сейчас будем тут еще проводить эти эксперименты. What's up with you, lad? What are you waiting for? I'm waiting for my brother to be released. Your brother? The one that you caught, beat up and imprisoned. Ah, the murderer. He ain't killed no one, copper. Watch your mouth, lad, else you'll be joining that worthless brother of yours. Копа. Так. It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. А чё ты заговорил? Ладно, шучу, это я его. Кто-то из жертв, вероятно, выстрелил дважды. Определите, кто это мог быть. Что-то я сомневаюсь, что он мог стрельнуть туда. Это прям под окнами Тернера. А вот если посмотреть на этого, то вполне подходит под нашу версию. Надо посмотреть. I am unable to see any higher. I need to find something to lift my lamp. Вон, вижу, стоит тут что-то. Багор. This should be useful. Так. Вот. This is most definitely a bullet hole. The brick cracks are fresh. Watson, Да. there was a third shot fired in this street. Ватсон там. Господи, надеюсь, не будет такого в новой игре. Во! Теперь это, возможно, уже перестрелка была. Так. Тогда это было расположение стрелков. Хотя, по сути, разницы нет. Так, подожди. И все же... Если так... То уже ограбление. Лейтон Чапман обвиняется в двойном убийстве. Его мотивом было похищение старинных ценностей. Да ерунда. У него еще и друг был. Допустим, перестрелка это была. Хотя, опять же... Ну ладно, перестрелка. Пока ничего точно сказать не могу. Подожди, я еще не все даже проанализировал. А, ну да. Исчезнувший человек. Заявление Лейтона Чапмана об одетом в пиджак человеке, сбежавшем с места преступления, выглядит правдоподобно. 3 выстрела доказывают наличие второго пистолета, не обнаруженного до сих пор. Пройти путь Мэрроу с лампой. Окей, помогите, констебль. Ты же вроде как в какой-то там супер операции с потрошителем участвовал. Как насчет тряхнуть стариной и ностальгией? Помочь мне?
Constable Marrow, I would value your assistance in this investigation. It would be my pleasure, Mr. Holmes. I would like to make sure that there are no places in Half Moon Street where a man could hide while you were running through it with your lamp. All right, Mr. Holmes, what should I do? Take your lamp and start walking, just as you did before, and try to find me. Understood. Ну, просто смотреть все дыры надо, я так понял. Да у него и лампа не хуже, чем наша, надо сказать. Пусто. I can see you very well, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide. Ну ищи. Попробуем еще раз. Не, ну ты шутишь, что ли? Here you are, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide. Да вообще искать не надо было здесь. Так. На этот раз здесь пусто. Здесь ты вообще похож на одинокого какого-то бездомного бомжа. Здесь все светится. Все углы на виду. Вверх по стене. Если мы примем, что на Холмс-стрит в момент убийства был еще один человек, то он смог удрать только вверх по стене. Смоделируем его действия, устроим похожую вспышку и вскарабкаемся по стене. Ладно. А как? Найти ракетницу и альпинистское снаряжение. А мы его уже видели. В ломбард надо вернуться и забрать. На самом деле очень интересное дело. Я думал, опять какая-то семейная драма. А тут, в принципе, довольно-таки запутанно. Так, надоело мне уже еле-еле шляться. Напоминает он мне кого-то. Кернса из первого дела, мы его арестовали же. Это и не он, понятное дело, но похож. These tools are exactly what I need to climb the wall. Это еще не все. Еще ракетницу надо взять. This is exactly what we need in order to imitate the flash of the fireworks. Хорошо. Все вроде. Угу. Теперь обратно на Half Moon Street. Считайте, катаемся просто туда-сюда. Давайте поспешим, Ватсон. Хотя Ватсон вообще никуда не торопится. Так, опять. Уиггинс баловать. I'm just watching you, lad. I never know what to expect from people like you. People like me? Yes, street beggars and thieves. I ain't a thief. Oh no? Then where did you get whatever it is that you're gnawing on? I very much doubt that you bought it. What ain't seen can't hardly be stolen. Не пойман, не вор, да?
О Уиггинсе на самом деле очень спорное мнение. Constable Marrow, Watson, I would like to perform another kind of reenactment with your help. I'm listening, Mr. Holmes. I want to check if Leighton's testimony can be trusted. If someone could vanish into thin air at a specific moment. But Holmes, I don't see how. I am going to be the mysterious gentleman whom Leighton followed. I will stand exactly where he saw him before he was blinded by the flash. Watson, you will be Leighton. When I fire the signal flare, you should start to chase me. I understand, Holmes. You, Constable Marrow, just play your part and do exactly as you did. Just, please, wait 5 seconds after the signal flare. I doubt that Polly Powell would have screamed any earlier. As you say, Mr. Holmes. Let us begin then. Catch me if you can. Это вызов, да? Карабкаться по стене. This wall is cast in shadow. It would be difficult to see anyone scaling it. Окей. Нифига, как его оглушило-то. Офигеть. Barely see anything. Холмс. Пожалей здоровья. Holmes? Are you there? Where is he? My God, a man can't just disappear like that. Holmes? Holmes? Where are you? I cannot see you, Mr. Holmes. Dr. Watson, it seems that Mr. Holmes has disappeared. Don't worry, gentlemen, I am up here, above your heads. How on earth did you get up there, Holmes? I am using crampons and a climbing axe, although the person we are looking for did not leave any traces of such tools. Constable, is there any way to get to the top of this building? Нифига он Yes, Mr. залез Holmes, так. I can show you. The door to the building can be found from Whitechapel Street. Gentlemen, I am on my way down. Как? За что он цеплялся, когда спускался-то? Так, это наверх. Да, по-видимому. Осмотрите чердак. Сразу в глаза бросается. These shards of glass are from the window above. Разбитое окно. Пиджак. Потрепанная ткань. Черные нити. A cluster of thick black threads. They're unusually strong. I should examine them under the microscope. Посмотрим. Someone broke through the window to get inside the attic, but in his haste he ripped his jacket. Так. We can conclude that the person whom Leighton saw climbed up the wall, broke into the attic window, and escaped through the hatch. Ну, вполне вероятно. Собрался по стене показания Лейтона. Невиновность Лейтона. Заявление Лейтона Чапмана об одетом в пиджак человеке, сбежавшем с места преступления, подтверждено фактами. Так. Тогда все равно это было убийство, по-моему. Ну-ка. Ну да. Нет, бредишь. Все я правильно точно сделал.
просто фактов, по-моему, не хватает, то ли чё. Нет, фактов не хватает. Дальше расследовать нужно. Так, на чердаке все. Чуть не все, что ли? А, все. Что такое? Меня никто не спросил. Так, ладно. Ты тут цветами торгуешь еще? I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Да. Mr. Holmes, did you see my brother at Scotland Yard? Is he alright? Видел, в порядке. Так. Что у меня? На Бейкер-стрит поехали. Домой, Ватсон. Нужно провести анализ.